Tornado Energy. Do damage. Всем привет, ребятки, с вами Джов, и это расширенный модпак Джова к патчу 0.9.9. У меня для вас хорошие вести. С каждым патчем все больше модов из расширенного модпака перебираются в стандартный модпак, и вам не приходится их ждать несколько дней. И вот в 0.9.9 еще один мод перебрался из расширенного в стандартный. Это улучшенный зум X25. Раньше он был только в расширенном, но теперь Wargaming разрешил его добавить и в стандартный. Так что теперь, дорогие зрители, наш расширенный модпак от стандартного отличается всего 4 модами. Во-первых, это калькулятор брони врагов в некоторых прицелах. Это такая маленькая штучка, которая при наведении на ВЛД, НЛД или башню вашего противника показывает, сколько там миллиметров приведенной брони. Очень удобная вещь для новичков и в целом для тех, кто хочет стабильно и конкретно пробивать своих врагов. Второй мод из расширенного модпака — это лог урона в чате. Когда по вам кто-то стреляет и наносит урон или не пробивает, там отображается тип снаряда, количество урона и примерное КД вашего врага. Тоже очень удобная штука, если вы вдруг не пользуетесь дамаг-панелями или пользуетесь какой-то особенной. Третий мод — это счетчик ВН8 в бою. Опять же, для тех, кто любит поднимать свою статистику и накатывать как можно большую эффективность. Очень удобная штука. Ну и последний мод — это звездочки эффективности. Как вы знаете, оленемер уже теперь можно включить и в стандартном модпаке. Достаточно просто его установить и зайти на сайт modxvm.com. И там все без проблем и включается, и настраивается, и так далее. Вы залогиниваетесь через OpenID от сайта Wargaming официального. Но чтобы были звездочки эффективности, такие маленькие штучки, которые показывают вам, какое КПД у вашего врага или союзника, там он фиолетовый, бирюзовый, зеленый, ну или цвета каких-то жидкостей, типа желтых или коричневых, то для этого нужно поставить расширенный модпак и поставить галочку напротив определенного пункта. Вот, в принципе, на данный момент и все различия, дорогие зрители, между расширенным модпаком и стандартным. Ну и я буду надеяться, что в будущем все эти моды таки перекочуют в стандартный модпак, и нам не придется делать 2 видео вместо одного. Ну и, конечно, дорогие зрители, напоминаю вам, что у нас теперь и в стандартном, и в расширенном модпаке есть новый мод Прогресс ЛБЗ в бою, который был создан при поддержке энергетического напитка Tornado Energy и располагается в специальном разделе в установщике. Мод этот очень удобный и позволяет вам прямо в бою следить за ходом выполнения личных задач. Включать, выключать и настраивать его вы можете через настройщик модов прямо в ангаре. Вы можете изменить стиль текста, можете изменить, какие задачи должны отображаться и где, собственно, сам мод должен у вас в бою располагаться. В общем, очень удобная штука, позволяет четко следить за тем, сколько там осталось вам еще натанковать урона, или набить фрагов, или подсветить противников, или что-либо еще. Обязательно советую вам поставить. Этот мод просто должен обязательно быть у вас в клиенте, если вы хотите как можно быстрее получить себе уникальный танк Объект 260. Ну или хотя бы Т-55А. Ну или хотя бы Т-28 концепт, потому что лично у меня даже его еще нету. Ой-ой-ой, стыд и позор. Вот, в принципе, ребятки, и все изменения и новинки в этом патче. Но сегодня еще в видео хотел бы с вами поговорить и, конечно, и о проблемках, которые были при релизе патча 0.9.9 и, конечно, модпака. Во-первых, ребятки, проблема с размытием и какой-то замыленностью, на которую многие из вас жаловались. Хочу, ребята, сказать, что разработчики в патче 0.9.9 добавили новую галочку в настройках графики — динамическое изменение 3D рендера. Поэтому многие из вас, первый раз зайдя во вторник в игру, заметили, что при падении FPS все почему-то вокруг становится такое, как мыло, да, то есть нечеткое. Вот, обвиняли опять же во всем этом моды, но, как говорится, ребятки, просто надо было убрать эту галочку, и все снова становится четким. Так что, если у вас есть такая проблема и галочка стоит, обязательно ее отключайте. Также, ребятки, была очень большая проблема с вылетами из клиента. Да-да, я внимательно прочитал все комментарии, я внимательно все серфил, поэтому ругаться в комментариях и писать «Джо плохой» не надо. Сейчас, ребятки, объясню, что же случилось при релизе патча 0.9.9. Во-первых, какая-то часть вылетов была на чистом клиенте без модов. О таком мне различные игроки регулярно сообщали. И все эти случаи, они полностью ложатся ответственностью на плечи Wargaming. Но были и вылеты, которые были на клиенте с модами и из-за модов. Из-за чего же, ребятки, это случилось? Это случилось из-за комплексного мода XVM, а точнее из-за его умной мини-карты. Все дело в том, что у разработчиков весь интерфейс в игре написан на флеше версии 8. И вот на общем тесте патча 0.9.9 разработчики меняют
флеш миникарты с версии 8 на версию 12. Разработчики XVM не придают этому значению, так как вылетов на общем тесте практически не было и их никто не отлавливал. А если какие-то вылеты у каких-то игроков и случались, то это просто списывали на баги тестового клиента. Но уже при самом релизе патча 0.9.9 вылеты начались просто постоянно. И вот долгое время никто не мог понять почему, потому что вылеты были и на чистых клиентах, и на клиентах с модами. В общем, спустя пару дней наконец-то мододелы разобрались, что к чему, и сейчас уже все это поправили. Просто я хочу, дорогие зрители, чтобы вы поняли, что разные непонятные штуки бывают довольно часто. Иногда разработчики что-то меняют что-то там, меняют что-то тут, и иногда это вызывает какие-то конфликты. Мод XVM очень большой, и он затрагивает огромное количество разных нюансов в интерфейсе игры. Но сейчас все стабильно работает, так что можете без проблем качать и пользоваться модпаком. На этом, в принципе, ребята, у меня все новости на сегодня. Никаких особых больше проблем у нас нет, все хорошо и стабильно работает, так что надеюсь, вам будет приятно пользоваться модпаком, и надеюсь, что вы поставите этому видео лайк за наши труды и просто наши подгорелые задницы, потому что, поверьте мне, не только у вас горит из-за каких-то глюков или багов, связанных или с модами, или просто с игрой. Поверьте, у нас тоже горит, и мы тоже очень сильно переживаем и волнуемся, когда что-то идет не так. Поверьте, ночами не спим и так далее. В общем, жмите лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в новых видео. Чао, какао!